Маленький принц. Декабрь 1935 года. Французский летчик терпит крушение в Ливийской пустыне между Бенгази и Каиром. Без воды, без связи, 4 дня он умирает от жажды. Его зовут Антуан де Сент-Экзюпери, и 7 лет спустя в военной эмиграции в Нью-Йорке он напишет небольшую книгу про мальчика и розу. Обычно ее называют детской сказкой. По-моему, это самое большое заблуждение 20 века. «Маленький принц» — это притча о том, что все мы потеряли, когда выросли, и о том, что еще можно вернуть. В самом начале книги 6-летний мальчик рисует удава, который проглотил слона. Взрослые видят просто шляпу. Когда он пытается все объяснить, ему советуют заняться географией или арифметикой и не тратить время на ерунду. Это не просто милая сцена из детства. Это первый сигнал. Вот что взрослые делают с тем, чего не понимают. Они просто называют это шляпой. Сент-Экзюпери возвращается к этому образу постоянно. Удав годами переваривает слона. Этот медленный процесс и есть понимание. Труд, который взрослым кажется пустой тратой времени. Дома, на своем астероиде, принц оставил розу. Единственный цветок, который он любил и берег. Но роза была капризной, а принц слишком молодым, чтобы понять ее обиды. Он не справился и решил уйти. Так он покидает свой астероид и отправляется в путешествие по соседним планетам. На каждой живет по одному взрослому, и каждый из них — это отдельный диагноз. Первая планета — король без подданных. Он повелевает Солнцу зайти, но только когда оно и так готово. Это власть ради самой власти. На второй — тщеславный. Он слышит только похвалу. Все остальное для него — просто тишина. На третий — пьяница. Он пьет, чтобы забыть, как ему стыдно пить. Сент-Экзюпери хватило 10 секунд, чтобы описать ловушку любой зависимости. На четвертый — деловой человек. Он считает звезды, чтобы ими владеть. Он не смотрит на небо, он просто прячет цифры в воображаемый сейф. На пятой — фонарщик. Каждую минуту он зажигает фонарь и тут же его гасит. Планета вращается слишком быстро. Единственный из 6, кто действительно занят делом, но он стал рабом своего расписания. Это такой Сизиф из мира Камю. На шестой — географ. Он рисует карты мира, в котором никогда не бывал. Знание без опыта. 6 планет — это 6 видов самообмана. Принц проходит через них, как через залы музея. На Земле принц встречает лиса, и лис просит его: «Приручи меня». Он объясняет, что это значит создавать узы, сделать так, чтобы один час отличался от другого, и чтобы сердце начало этого часа ждать. Здесь Сент-Экзюпери полностью меняет смысл слов «любовь» и «знание». Для географа знать значит составить список. Для лиса знать значит быть связанным. Любовь здесь не просто радость от того, что кто-то рядом. Это ответственность за того, кого ты выбрал. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. А в конце лис дарит принцу главную формулу. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Наверное, это самая известная фраза о любви в 20 веке. Но ее часто понимают слишком просто. Сент-Экзюпери не спорит с разумом. Он говорит, что есть 2 способа видеть мир. Один считает, другой связывает, и второй намного глубже. В конце истории пилот и принц находят в пустыне колодец. Принц говорит, что эта вода особенная. И дело не в составе воды, а в том, какой путь они прошли.
Это и есть философия живого момента. Вкус мира зависит от того, как мы к нему идем. Потом принц позволяет змее себя укусить. Только так он может вернуться к своей розе. Его последние слова звучат так: «У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. Если потерю нельзя отменить, что тогда остается? Остается новый взгляд на мир. Звезды смеются не потому, что они изменились, а потому, что ты сам стал другим». Через год после выхода книги Сент-Экзюпери ушел в полет над Средиземным морем и не вернулся. Его тело так и не нашли. Спустя 54 года рыбак выловил у Марселя браслет с его именем. Принц все-таки встретил своего пилота на земле. И на этот раз они улетели вместе. У каждого из нас есть своя роза. Главное — не забыть, ради чего стоит возвращаться.